Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Подоспели первые отзывы на Warhammer 40 000 Space Marine 2. Обзоры ранние, все-таки релиз игры еще не состоялся, нужно подождать до 9 сентября, но уже ясно, что игра вкуснятина. На момент публикации заметки об отзывах рейтинг Space Marine 2 на OpenCritic составил 83 из 100. Большинство журналистов, включая нашего ваховеда Ивана Лоева, утверждают, что разработчики из Saber Interactive сумели угодить и ценителям первой части, и поклонникам Warhammer 40 000, и тем, кто просто любит бодрые сюжетные шутеры с кооперативом. Как и следовало ожидать, слабое звено нового космодесантника — PvP-мультиплеер. Он едва ли затянет вас надолго. Если хотите послушать подробный анализ игры и узнать финальную оценку проекта от Stop Game, по ссылке в описании вас ждет, собственно, обзор Вахи от Вани Лоева. Заинтересовавшимся приятного просмотра. По интернету уже несколько дней гуляют слухи по поводу потенциальной консольной эксклюзивности Black Myth Wukong на PS5. Некоторые считали, что китайский экшен до сих пор не вышел на Xbox Series из-за договора между Sony и Game Science. Не все соглашались с этим утверждением, а теперь опровержение поступило и от Microsoft. Представитель Майков дал следующий комментарий изданию Forbes. Как мы уже говорили, мы с нетерпением ждем запуска Black Myth Wukong на Xbox Series X и S и трудимся вместе с Game Science, чтобы добавить игру на наши платформы. Мы бы предпочли не комментировать сделки наших партнеров с другими платформодержателями, но мы можем подтвердить, что задержка не обусловлена какими-либо ограничениями против Xbox, о которых нам сообщили. Конец цитаты. Сами разработчики сейчас заняты оптимизацией игры на Xbox Series, чтобы она соответствовала стандартам качества. По версии инсайдера Ecstasis, Game Science бьется над утечкой памяти на Xbox, которая мешает поиску багов. Ни разработчики, ни Sony пока не прокомментировали ситуацию. В Sony, кстати, признали крупную проблему. Финансовый директор компании Хироки Татоки в интервью Financial Times заявил, что Sony ощущает нехватку собственных оригинальных IP, то есть объектов интеллектуальной собственности. По его словам, компании нужно в будущем сосредоточиться на создании новых франшиз и оригинальных произведений не только в сфере компьютерных игр, а также в кино и аниме. В конце концов, сейчас для PlayStation у компании есть оригинальные IP с активной аудиторией, такие как God of War, Horizon и Uncharted. Но этого недостаточно, признают в Sony. Между тем, к успехам компании Татоки относит повышение узнаваемости франшиз, которые родились не под крылом компании. Национальный музей природы и науки решил выразить респект старушке PlayStation 2. Речь о государственном музее в Японии, который, помимо прочего, собирает реестр под названием «Технологическое наследие будущего». Туда заносят научные и технологические достижения Японии, которые оказали значительное влияние на жизнь, экономику, общество и культуру. Реестр ведется с 2008 года и на данный момент включает в себя больше 380 наименований. Но накануне туда впервые внесли игровую консоль PlayStation 2. Среди достижений PS2 сотрудники музея выделяют следующее: вклад в развитие популярности DVD, развитие игровой графики и то, что она сыграла значительную роль в повседневном быту людей и создании новых стилей жизни. Кроме PS2, в технологическое наследие будущего включены форматы VHS и CDR, плеер Sony Walkman, первый калькулятор с LCD-дисплеем, компьютер PC 9801, первый CD-плеер, первый DVD-плеер и так далее. В последней волне новичков, наряду с PS2, в список вошли часы Seiko Chariot Quartz, MIDI-синтезаторы Jupiter 6 и JX3P, первая компьютеризированная домашняя швейная машинка Opus 8, светоизлучающий элемент для огромных экранов типа Jumbotron и другие вещи. Компания Go On Board совместно с CD Projekt Red анонсировала сбор средств на создание настольной тактической игры Cyberpunk 2077 The Board Game. Если полезли за кошельком, уже не стоит. Запрашиваемые $100 000 собрали за 10 минут и 4 секунды. И собрали сильно с запасом. К моменту публикации новости на нашем сайте бэкеры уже внесли свыше $1,5 миллиона. Все промежуточные цели компании по сбору средств достигнуты. Те, кто вложился, получат дополнительные награды и коробку с игрой еще до ее поступления на полки магазинов.
Почему такой ажиотаж? Возможно, потому что создатели позволят в кооперативе сыграть за героев из оригинальной игры, за Ви, Джеки, Панам и Джуди. Правила рассчитаны на 4 игроков, но есть и соло-режим с разными уровнями сложности. В коробке, помимо картонных компонентов, карт и токенов, будут высокодетализированные миниатюры, которые при желании можно покрасить. И речь идет не только о главных персонажах. Есть бандиты, бойцы Макс Так, а в премиальное издание также войдут модельки шагающих роботов и Адама Смешера. Не забыли создатели и про Джонни Сильверхенда. В рулбуке прописаны 13 сюжетных миссий, в перерывах между которыми можно прокачивать оружие, вставлять новые импланты и проходить сайд-квесты с выбором на карточках. Также создатели подготовили генератор случайных миссий для игры после прохождения основной кампании. Благодаря бейкерам в настольную игру добавят больше врагов, оружия и режимов. Перевод на русский язык не заявлен. Издательство Dear Villagers и разработчики из Draw Distance определились с датой выхода финальной части визуальных новелл по Vampire the Masquerade. Часть Reckoning of New York релизнится уже на следующей неделе, 10 сентября. Игрокам предлагается влезть в шкуру одного из членов вампирских кланов в Нью-Йорке и попытаться выжить в постоянно меняющейся политической обстановке. Жернова противостояния Камарильи и анархов пережуют любого. Погонять в игру можно будет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, русский язык не поддерживается. Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выложили дебютный трейлер и Minecraft Movie, экранизации одноименной игры от Mojang Studios. Где посмотреть видео, вы знаете. Если не знаете, то по ссылке в описании. В кадр попали все основные аспекты песочницы, вроде изготовления предметов, кубообразных существ и, конечно же, Стива. По сюжету 4 неудачников через портал попадают в странный кубический мир, который процветает благодаря воображению. Позже они встречают Стива, вместе с которым они должны овладеть искусством крафтинга, преодолеть опасности вроде зомби и найти дорогу домой. Стива сыграл Джек Блэк, а персонажа Гаррета — Джейсон Момоа. В США премьера намечена на 4 апреля 2025 года, но международный прокат стартует уже 2 апреля. А премьера обзора Вахи от Вани Лоева, напоминаю, уже состоялась. Ролик ждет вас по ссылке в описании. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!